Каждый раз, когда вы видите в магазинах телевизоры, кстати, как и в роликах на YouTube, их в основном гоняют в выставочном режиме. И в нем его вы использовать однозначно не будете. Постоянно вы слышите, что телевизор умный, но при этом никто не говорит, что даже простенький Smart TV Box за $30 от тех же Xiaomi будет мощнее, чем внутренность вашего красавца. У меня первый обзор на Smart TV на канале, и я не брался за это дело, несмотря на то, что целый год много брендов предлагало мне свои прелестные девайсы. Причина была проста – разбирался. Эта модель с матрицей IPS и ценником, который может конкурировать с любым супербюджетным девайсом, учитывая его размер. Продуманный пульт, конечно, с матрицей в 4К и неплохой яркостью. Море портов, минимум топовой рекламы, по факту 3 года гарантии, нормальная поддержка и довольно большое количество функций. При этом на YouTube достаточно полных обзоров, еще и настройка его есть. Сейчас о нем кратко и расскажу. Tube 725, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Плюс там довольно много хороших товаров по хорошим ценам. И сегодня уже началась распродажа, промики прямо очень бодрые. Посмотрите. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о Smart TV 7-го поколения Kiwi 55U710KB. Как вы поняли, 55-дюймовый телевизор 2020 года. Мини-ликбез. Бренду Kiwi в Европе 2 года. Всего в сумме 4 года вместе с Китаем. По факту, как и большинство производителей, заказывают технику они на заводах в том же Китае. Конкретно Kiwi заказывает их на Shenzhen EMTC Co. Ltd, которая производит на своих заводах различную технику под заказ. Внутри телевизора IPS-матрица. IPS In-Play Switching матрицы созданы компанией Hitachi. Цель, конечно же, разработать что-то супер хорошее. В подобных матрицах кристаллы при приложении электрического поля поворачиваются вместе, они создают спираль. Именно за счет этого создателям удался 178-градусный угол обзора со всех сторон. На данный момент такой показатель практически максимально возможный. Но все такие матрицы потребляют больше энергии, чем аналоги, плюс они еще и медленные. Отклик у них не такой, как в матрицах VA, от этого телевизор для плойки я однозначно именно этот не советую. Хотя существуют супер дорогие модели с этой же технологией плюс-минус, которые можно использовать для игр, но там совсем другие деньги. И всем, кто сейчас с пеной у рта будет доказывать, кто и что делает, и кто владелец у матриц именно этой марки, смотрите законодательство Китая, что именно у них написано по поводу собственности, и кто и как может там что производить. Эту завесу для вас я открывать не собираюсь. Оставайтесь в сладком неведении. Кратко, все очень похоже и близко в этом ценовом сегменте. Можно сказать, low-cost почти весь OEM, плюс-минус, очень близко. Упаковка довольно хорошая, перевозить можно без проблем. Матрица в пленке, если это не так, либо у вас витринный образец, либо телевизор после возврата. Сняли пленку, если покупаете его в магазине, обязательно проверьте набитые пиксели. Это долго, мучительно и муторно, но это того стоит. Учитывая, что матрица здесь просто огромная, можно сделать вывод, что в каждом втором экземпляре есть битые пиксели. Они входят в норму по гарантии, даже если вы купите без них, в течение пары месяцев они скорее всего появятся, но ведь хочется купить без них сразу, правильно? Распаковали комплект, 2 металлические подставки, 4 крепежных болта, 2 батарейки типа 2AAA, пульт, этикетка энергоэффективности и документация с гарантией. Все наглядно, все на русском. Пульт хороший, пластик приятный матовый, кнопки прорезинены, есть кнопка голосового поиска. Все продумано, пользоваться им удобно. Ножки из металла довольно длинные, телевизор на 55 дюймов нужно доставать вдвоем. Телевизор, рамки узкие, жесткие, порты с левого бока по фронту USB 2.0, HDMI, слот для PC MCI карт, мини-джек на 3,5 мм, внутри порты DVB-C для подключения кабельного, 3 разъема HDMI, 2 USB 2.0, оптика и лановский кабель. Крышка пластик и металл. HDMI версии 2.1, вес 11 кг, размеры вы видите сейчас на экране. Сходу внутри, конечно же, есть Wi-Fi и Bluetooth, можно подключать телефон и ноут по воздуху. Ну и, конечно, по кабелю, хотя по мне все это дело бесполезное. Основная фишка мобильных экранов — минимальное время отклика. У IPS телевизоров этого класса такого не бывает. По железу основное 55-дюймовая IPS-матрица с разрешением 4К, 3840 на 2160 точек, UHD и частотой обновления 50 Гц. Дисплей поддерживает HDR10 и алгоритмы увеличения изображения картинки до 4К. При сравнении Kiwi с конкурентами с IPS и VA вопросов в принципе нет. Картинка реально насыщенная и контрастная. Углы обзора максимальные, в динамических сценах засветы незаметны. В статике засветы видны, правда по-другому за эту цену не бывает. Да и не критично это. Вообще, чтобы его сравнить, достаточно просто пойти в магазин и попытаться найти, кстати, где его продают.
продают, рядом, чтобы стояло что-то подобное, такого же размера. Запустите одновременно желательно и там один и тот же канал, либо с флешки по очереди фильм. И вы поймете, о чем я говорю. Цветовой охват, контрастность и однородность цвета на достойном уровне. Правда, завышен минимальный уровень яркости. На минималках 82 кандела, что ночью не особо комфортно для глаз. Да и вообще некомфортно. Максималка 370 кандел, и это реальные данные, а не лабораторные ожидания в 450 кандел. Я не знаю, как они эти цифры получают. И в принципе даже 370 это неплохой показатель. Звук мощный, с сертификатами под официальный Netflix, но колонки не заменит ничто, хоть и пусть орут динамики неплохо. 2 по 12 Вт внутри. Смысла обманывать с ними себя нет. Chromecast в стоке, чтобы подключать мобильник было проще. Все характеристики Android TV вы сейчас видите, все довольно скромно. На грани, даже за гранью. Я бы однозначно купил приставку. 2 гигабайта оперативы и ультра древний процессор довольно быстро перестанет вас радовать в самом телевизоре. С другой стороны, настроек просто море. Настраивать можно просто все. Выбираем вход и дальше настраиваем телевизор. Можно выбрать приложение, которое будет включаться по умолчанию первым. Есть, конечно же, будильники с автовыключением. Разумеется, можно подключать мышь и клавиатуру. Можно включать музыку без изображения. 7 основных режимов изображения на борту. В режиме игра минимальная задержка. Но, повторяюсь, под плойку можно выбрать что-то поприличнее. У IPS-матриц минимальная задержка у Sony, и та в районе 7 миллисекунд. Хотя, мне кажется, это больше программно достигается, чем аппаратно. Остальное на рынке имеет задержку в районе 20-50 миллисекунд, ну, во всяком случае, за эту цену. Для справки, самый дешевый рекомендованный телевизор под пятую плойку от Sony стоит в районе 100 тысяч рублей, на те же 55 дюймов. В расширенных настройках видео просто море настроек. Ползать можно в меню до упора. Самая тема — это режим ПК. Подключаем комп и пользуемся телевизором как монитором. Хотя это, по мне, опять же, не особо грамотное решение. Звук, несмотря на классификацию, на максималках хрипит, но через кабель звук топовый, благо есть оптика. Внутри даже есть встроенный эквалайзер. USB версии 2.0 не лучший выбор и даже, я бы сказал, серьезный недостаток этого ТВ. Матрица в 10 бит — это прям сильно, но заявленная яркость 750 кандел, которая зависит от размера, по факту таковой не является. Это минус. Яркости по мне для HDR мало. Сертификат Netflix в наличии, Dolby Digital в наличии. Идет телевизор без спутниковых модулей, есть игровой режим, режим сглаживания периодически подлагивает. Основной минус матрицы 50 Гц. Это лично мое мнение. Понятно, что этого хватает для фильмов, но меньше 60 Гц в 2020-м брать уже как-то не особо разумно. Хотя не знаю, за эти деньги можно что-то в этом районе купить. Можете скидывать в описании, мне реально интересно. Если вы на телефоне не имеете хотя бы 90 Гц, думаю, вам будет совсем все равно, сколько Гц выдает телевизор. Видео в 4К на 20 гигабайт файлом с внешнего винта проигрывает через USB без лагов. Торрент в онлайне тоже, хотя здесь все зависит от вашей сети. Разрешение интерфейса печальное, 1920 на 1080, а хотелось бы в 4К. Цвета нормальные. По мне, плавность и сглаживание не супер. Черный классический сероват для этого типа матриц. По отзывам, раньше у Kiwi было все намного хуже. Бесит очень сильно синий диод, который не отключается в левом нижнем углу телевизора. Цена по ссылке в описании к видео около 30 тысяч рублей. На распродажах и с кэшбэком может быть меньше. Резюмирую. Советовать телевизор — дело гибкое. Вставлять девятки в цену тоже. Мне этот телек понравился. Во всяком случае, относительно того, что есть у нас в магазинах. У вас, может быть, есть что-то лучше. Цвета и правда очень сочные, но как много разных «но», и вы и так не услышали. А как и какие телевизоры я советую покупать, вы можете посмотреть сегодня на стриме. Все расскажу подробнее некуда. Буду рассказывать, как выбирать ТВ. Следующий обзор будет на графический планшет, после него на наушники QCY T10. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды и подписывайтесь. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.